Всем добрый вечер. Дорогие друзья, я говорила вам и повторяю, что ведьмы, колдуны, колдуньи, которые и есть ведьмы, потому что ведьмы рождаются, те, которые призваны, а после они становятся колдуньями, потому что они занимаются колдовством, магией. Я говорила о том, что все эти люди – это посредники между человеком и богами, между человеком и силами, между человеком и духами, между человеком и сущностями, между человеком и душами его предков, и не только предков, а может и друзей, любимых людей. Это люди называются ясновидцами, ведьмами, колдунами, медиумами. И если есть люди, у которых все эти качества воедино соединены, то это очень сильные люди. И, как правило, эти люди могут не только помочь, могут посоветовать, могут дать знания. Их еще называют жрецами, посредниками между людьми, богами, силами, духами, сущностями, душами. То, что за помощь этих людей нужно расплачиваться иногда, чтобы силы благословляли и помогали, потому что ты вносишь свою лепту в это общее дело магии и показываешь, что ты благодарный человек. Это абсолютно иное. В основном они помогают просто так. 80% их работы, их помощи, их советов делается просто так, в дар людям. Ведьмы являются посредниками, ведьмы являются жрицами, ведьмы являются дарующими силу, дарующими знания. Но ведьмы никогда не являются коммерсантами, барыгами, предпринимателями и прочее. Они такими не являются. Именно поэтому к ведьмам особое отношение, благодарность, уважение, где-то страх. Однако ведьма очень часто помогала людям и массам людей, защищая их от множества бедствий. Например, перед войной приходили к ведьме, просили, чтобы она жертвовала богам, приносили эти жертвы, приносили животных, приносили фрукты, приносили драгоценности, просили, чтобы она попросила, как посредник между людьми и богами, победу для них. Человек, которого должны были судить несправедливо, приходил к ведьме, либо родные приходили, просили помочь, покровительствовать, попросить силы, чтобы этого человека не наказали. По сути, каждое ваше посещение ведьмы, она на самом деле просьба к тому, чтобы этот человек, как посредник, посодействовал, попросила за вас. И снятие порч, и начитание заговора защиты, это все есть, то есть это все есть посредничество, ведь она обращается к этим силам и просит помощи для вас. Недавно, то есть с недавних пор много людей поднялись на защиту своих интересов. И поднялись не только люди, поднялись силы, поднялись боги, наверное. Поднялось много что. Вообще зашумел весенний поток против людей-самозванцев, против людей, которые дают ложную надежду. Дорогие друзья, кому-то ритуал может помочь сразу, кому-то чуть позже. Кто-то может быть недоволен результатом, кто-то может быть доволен. Это другое. Это посредничество между людьми и богами. Иногда ты не сможешь понять, где там правда, где нет, потому что человек может и сказать, что ему не помогло, в то время как помогло. Однако именно поэтому ведьмы говорят, что они делают, они просят, они являются посредниками, но гарантий никаких нет. Гарантии – это имя ведьмы, это
я уже говорила, что если из 100 человек 80 тебя благословляют и благодарят, значит, ты отличный мастер. Ведьма не должна быть фальшивой. Она должна делать акцент на свою силу, на свои знания, на то, что дарит людям, на то, что дает, на то, насколько это эффективно, то, что подарено. Ведьма зачастую сначала всем показывает, раскрывает это, а после только говорит о том, что они где-то есть задокументированы, то есть в виде книг. И человек не берет кота в мешке. Человек знает, что берет. Человек знает, какие знания берет, какой материал берет. Он может взять, а может взять, переписать себе. Понимаете, он не берет нечто такое, о чем не знает, чтобы после открыть, посмотреть, что это совсем не то, что ожидалось. Те, которые продают кота в мешке, они есть самозванцы. Их наказывает сама сила руками людей. И вот как те древние ведьмы были посредниками и просителями за людей, молвили слово богам, замол за людей обиженных, оскорбленных, желая защитить их, поскольку много таких просьб поступило, попросили помочь им дать силы через те силы, которые помогают мне, чтобы они шли вперед и достигли своего желаемого. Всех запугали порчами, всех запугали какими страшными вещами. Дорогие друзья, чьи порчи получаются, видно воочию. А все остальные, которые запугивают порчами только для того, чтобы вы замолчали, они не способны ни на какие порчи, я вас уверяю. Там нет никаких порч. И сказать, что они обратятся к настоящим мастерам, и те им помогут, было бы смешно. Настоящий мастер никогда за шаромык не заступается и не помогает. Так что вам переживать незачем. Но для того, чтобы вы знали, что человек, который вам говорит о том, что нужно добиваться справедливости, человек, который говорит, что украденные у других ритуалы вам продали и вас обманули, этот человек готов вам помочь и защитить и с помощью своей силы, и с помощью своих советов. И вот сейчас, как те древние ведьмы обращались к богам для того, чтобы помочь ратному делу воинов, я сейчас обращусь к ним, чтобы помочь вам. После этого на следующий день нужно будет на перекрестке или на кладбищенском, или на ином, где мало проходимости людей, оставлять драгоценную вещь, может, золотую. Но это уже я решу. Это уже вас не касается. И откупиться от богов, и благодарить их за помощь. После этого люди, которые хотели справедливости, почувствуют на себе помощь этих сил. Они почувствуют, как дороги открываются, как приходят мысли, как из ниоткуда приходит помощь. Как боги сами помогают и указывают дорогу. Поверьте мне, это вам говорит человек, который изначально любую свою борьбу начинала, не зная, чего ждать и что будет. И открывалось. И друг за другом давалось одно, второе, третье. Просто в руки сували все факты, все доказательства. Просто-напросто помогали, видимо и невидимо. И вот сейчас эту помощь вы ощутите сами. Пусть у меня уйдет определенная сила, может здоровье, пусть у меня уйдет определенная вещь драгоценная, но я вам в этом деле помогу. Помогу и советом, помогу и магией, помогу всем, чем возможно помочь. Потому что я точно так же ищу справедливости в этом мире, как и вы. И пусть нам наши покровители помогут во всем. А как они помогают, я знаю по себе. Итак. О Создатели Вселенной, вечные и разумные боги, подвластные им силы, подчиняющиеся им духи, я обращаюсь к вам. Я, ведьма Инга, при рождении Анна, прошу вас и молю, сей замол за людей, ищущих справедливости через меня.
Откройте их разум, уберите препятствия с их пути, дайте им сил довести до конца начатое. Обратите взор свой на тех, кто ищет праведного суда. Поверните свой карающий меч против тех, кто от имени сил, от имени богов обманул народ, дав им ложные надежды. Я жрица, посредник между людьми и богами, прошу вас о помощи для тех, кто ищет правды. Усильте их, сражайтесь за их спиной, за истину. Накажите самозванцев, попирающих вас. Отправьте свои легионы им в защиту. Подарите им победу над ложью и теми, кто чернит имя богов и сил, кто путает народ, кто входит в ваш храм без дозволения и поганит имя магии. О силы магии, руками людей накажите самозванцев, посмевших поганить святая святых. Да будет услышан мой замол богам, да защитят боги оскорбленных, да отомстят за них, да накажут самозванцев и лгунов. Да свершится справедливая месть. Да стекаются потоки праведного гнева на голову нечестивцев и помогут оскорбленным добиться справедливости. Да будет так, заклято. Да будет услышан мой замол во имя людей. Да свершится справедливая месть. Истинно, заклято. Теперь, через несколько дней, вы полностью почувствуете поддержку тех сил, за которых идете в эту борьбу. Потому что вы идете защитить богов и сил. Запомните, вы для них героические люди. Потому что не каждый человек защищает имя богов. Те, которые используют магию, те, которые от имени магии выступают как знатоки магии, те, которые играют в магию, играют в ведьм, они должны знать, что рано или поздно их время закончится, что найдется та, которая это все разрушит. Точнее, ее руками боги разрушат это все. И ее же руками защитят тех людей, которые хотят с этим всем мракобесием бороться. И любая из вас или любой из вас, который почувствует на себе что-либо, обратитесь ко мне, я вам помогу. Просто так, ни за что. На добрых основах. Я вам даю это слово. Хотя вам никто ничего не сделает, поверьте мне. Уж тем более после этого ритуала, тем более не сделают. Я сейчас выключу камеру, еще раз начитаю вам эту защиту. Смело, спокойно делайте то, что вы хотите сделать, и покровительство богов вам обеспечено. Всем удачи!